Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный десерт. Духовка нам для него не понадобится. И этот десерт подходит и для масленицы, и для пурима, потому что он треугольной формы и сделан из блинчиков. Для блинного теста нам понадобится 2 яйца, 50 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара. Венчиком все размешиваем до однородности. Долго нам взбивать не нужно. Добавляем полстакана молока. Все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры. И все размешиваем до однородности. Сухие компоненты: 130 граммов мука, 30 граммов какао, 10 граммов разрыхлитель. Добавляем щепотку соли и просеиваем сухие компоненты в миску с жидкими компонентами. Все размешиваем венчиком, чтобы не было комочков, и вливаем оставшуюся половину молока. В этом рецепте я пользуюсь стаканом объемом 250 мл, а пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Все размешали, и в конце добавляем 3 столовые ложки растительного масла без запаха. Вот такое тесто у нас получилось. Разогреваем сковородку блинную, убавляем огонь до минимального. У меня это 4 индукция, деление на моей плите от 1 до 9. Выкладываем небольшое, примерно полполовника количество теста. И жарим блинчик диаметром примерно 12 сантиметров. Жарим только одну сторону до матового цвета. Так поступаем со всем тестом. Из этого количества у меня получилось 15 блинчиков. Каждый блинчик я жарила примерно 2,5 минуты. Верх становился матовым, и блинчик готов. Теперь готовим крем. 250 грамм сыра маскарпоне, 250 миллилитров холодных жирных сливок. У меня 38% жирности и 2 столовые ложки сахарной пудры. Вот такой пышный крем у нас получился. Я его перекладываю в кондитерский пакет с насадкой. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Наши блинчики остыли. Сейчас мы их будем собирать в пирожные. На центр выкладываем небольшое количество крема. И защипываем края блинчика, чтобы получился треугольник. Так как мы жарили только одну сторону, вторая сторона у нас такая хорошо лепится. И очень удобно приготовить вот такие аккуратные треугольники. Верх каждого треугольника я украшаю розочкой из крема. Можно украсить еще ягодами. Я украшаю кусочками сублимированной малины. Получается очень симпатично и нежно. Ну что, будем пробовать наше пирожное треугольничек. Друзья мои, это фантастически вкусно, это так нежно. Приготовьте, побалуйте себя и своих близких вкусным десертом.